Смотрю на землю, земля вся трещит, хотя недавно были дожди. Здравствуйте, уважаемые любители винограда! Рады вас видеть на нашем участке, на нашем винограднике, микрорайон Таврово-2, Белгородская область. Сейчас у нас июль месяц, середина лета. И сегодня мы хотим затронуть интересную тему. Часто вы задаете такой вопрос: поливать виноград или не поливать? Если поливать, то как поливать? Этому посвящен наш видеоролик. И здесь хочу сказать, что мнение у разных виноградарей разделилось. Одни виноградари говорят, что виноград поливать нельзя. Другие говорят, что виноград нужно поливать. Сегодня постараемся вместе с вами разобраться или ответить на эти и другие вопросы. Хочу спросить сейчас у вас, в каком регионе вы живете? Сколько за вегетационный период, то есть с весны до осени, выпадает у вас осадка в виде дождей? То есть дождь тоже поливает грунт, не так ли? Также от того, поливать или не поливать, зависит, какой у вас грунт. Например, если у вас чернозем, то поливать нужно в какой-то степени поменьше. А если у вас песок, ну тут через день, через два нужно поливать, чтобы растение получило определенное количество воды. А может быть, у вас грунтовые воды, тут вообще не нужно поливать. Но в самом начале давайте ответим на самый главный вопрос. Какой? Для чего растению нужна вода? Первое, чтобы происходил процесс фотосинтеза. Что такое фотосинтез? Энергия солнечного света, углекислый газ и вода, взаимодействие. Когда они взаимодействуют, происходит химическая реакция, и на выходе мы имеем глюкозы или крахмалы, и это является питательным веществом или строительным материалом для нашего растения. А также нужно сказать, что в земле очень много питательных веществ, микро-макроэлементы, и они находятся в виде солей. Вопрос, а как корневая система может их усвоить? Но если грунт сухой, воды нет, то корни не могут их усвоить, не могут их впитать. У винограда есть корни беленькие, может вы замечали, это всасывающие корни. И когда земля влажная, вместе с влагой виноград впитывает в себя не только влагу, но и вместе с влагой впитывает микро-макроэлементы в виде солей. И это является строительным материалом для всего куста. Ну и вот главный вопрос. Лично мы поливаем на нашем винограднике кусты или не поливаем? Да, поливаем. И как раз об этом тоже хотим сейчас рассказать. При поливе, первое, необходимо учитывать возраст куста. Есть молодые саженцы, однолетние, есть двухлетние, есть многолетние саженцы. И каждому из них нужно разное количество влаги. Сейчас по порядку. Например, однолетние саженцы мы поливаем один раз в неделю примерно ведро воды. Берем ведро воды, подходим и пролили. Конечно, нужно оговориться, если нет хороших сильных дождей. Если идут дожди, ну, понятно, что поливать не нужно. В школке мы поливаем немножко почаще. То есть саженцы, которые идут на продажу, они поливаются примерно через 2-3 дня. И примерно на полдня мы включаем капельный полив. Почему? Почему там мы почаще поливаем, а саженцы, которые на постоянном месте, однолетние, поливаются пореже, то есть раз в неделю? Ответ. Потому что саженцы, которые на постоянном месте, они заглублены, и над ними много земли. То есть часто поливать эти саженцы не нужно. А в школке саженцы, мы их заглубили черенок на глубину примерно 8-10 сантиметров. Земля быстро испаряется. Сейчас им нужно много воды, чтобы корневая система лучше развивалась. И поэтому мы там почаще поливаем. Вы спросите, а как поливать прививки? Как за ними ухаживать? В самом начале, когда мы только сделали прививки, мы старались держать под корнями, чтобы было постоянно влажно. Ну, в неделю где-то 2 раза мы проливали, и мы старались обильно. Вот шланг кинул под корень и обильно заливал, потому что, чтобы приживаемость была хорошая, нужно, чтобы было много-много воды. Ну, сейчас понятно, вот посмотрите, побеги уже переросли, некоторые вот выше проволоки, некоторые доросли до проволоки. Сейчас поливаем как обычно, как эти кусты взрослые, так и прививки. То есть уже разницы мы не видим в поливе.
поливе. И теперь осталось ответить на, как мы поливаем взрослые кусты. Берем шланг, вокруг кустов мы сделали приямок, кинули туда шланг, и вот сколько влезет воды, столько и мы заливаем. Вот напиталась земля, может быть там 200 литров войдет, может быть тонна войдет, я не знаю. Вот вода начинает переливаться, я перекидываю шланг и иду дальше. Вот такой полив мы применяем на наших участках. То есть полив индивидуальный, каждому кусту по его возрасту. Теперь отвечу на другой вопрос. А какой водой нужно поливать? Холодной или теплой водой? Ну, конечно же, если у вас есть какой-то бак, объем какой-то воды, который днем может немножко прогреться, лучше, конечно, полить теплой водой. Но у нас нет такой возможности. Представьте, здесь больше, чем 200 кустов, и сколько нужно воды или какой должен быть огромный бак, чтобы все это нагреть и потом поливать. Мы поливаем водопроводной, то есть с водопровода. Вода холодная, да. Но летом земля хорошо прогревается. И когда мы шланг кидаем под кусты, земля теплая или даже в какой-то степени горячая бывает. И вода прогревается, и все нормально. То есть я не замечал, чтобы растение в какой-то степени испытывало стресс от холодной воды. Итак, мы поливаем холодной водой. Но это не панацея. Если у вас есть возможность теплой водой с бочки пролить там или еще откуда-то, проливайте теплой водой. В первых роликах, когда мы только начали выкладывать ролики на YouTube, вы стали задавать вопросы. А почему у нас трубы, канализационные трубы такие, 110-ки, прикопанные у корней, у основания корней? Да, это был полив. В одно время пошла такая мода. И мы при закладке кустов винограда делали дренаж на дне, насыпали туда щебенку или керамзит, делали такое своего рода наполнитель, опускали трубу и сажали саженец. И потом в эту трубу мы делали полив. Но прошло время, и мы отказались от этого полива. Сейчас на всех кадрах вы видите, что трубы этой нет. Мы их повыдергивали и выбросили. Но ни в коем случае я не хочу критиковать или как-то говорить, что это плохо, это хорошо. Просто мне не понравилось. Мы не увидели для себя какого-то плюса в этом. Мы кидаем шланг под куст и так поливаем. Ну, например, в нашем случае мы поливаем холодной водой. Представьте себе, если холодную воду сразу пролить в трубу, сразу подать к корням, ну, конечно же, растение получит стресс. Чтобы такого не происходило, мы решили поливать сверху. Если вы для себя решили, что лучше в трубу поливать, и так для вас лучше, пожалуйста, делайте. Я знаю, что многие так поливают, и многие довольны. Здесь полная свобода. Как вы решили для себя, так и делайте. А теперь тоже немножко скажу про капельный полив. Вы тоже, наверное, заметили, у нас везде по участку проходят трубы. Но в этом году мы еще не успели их до конца подключить в основную систему. Ну, много было работы, много дел по дому, семейных разных обстоятельств, поэтому капельник еще не подключили. Но если у вас есть капельный полив, это было бы здорово. Почему? Во-первых, капельный полив всю площадь постепенно будет увлажнять. То есть вы будете поливать не только точечно где-то в одном месте, но согласитесь, что корни винограда, они не находятся в одном месте. Они могут плестись на десятки, сотни метров и идти хоть куда. Но когда весь участок постепенно прокапывается, это очень хорошо. То есть если есть у вас капельный полив, то это приветствуется. Думаю, что когда-нибудь мы доведем до ума наш капельный полив, и если получится, снимем отдельно ролик. Теперь ответ на следующий вопрос. А можно ли подкармливать кусты винограда вместе с поливом? Ответ – да, можно. В одном из роликов вы видели, вместе с поливом мы использовали коровяк. То есть коровье удобрение развели и под корень. Сейчас, после цветения, стадия гороха, тоже можно подкормить кусты. Но, пожалуйста, азотные удобрения старайтесь минимизировать, давайте меньше. Сейчас можно подкормить минеральными удобрениями, например, фирмы Valagra Master в процентном соотношении 20-20-20. Итак, ответ на вопрос: вместе с водой кормить можно, но все должно быть умеренно. Ну, теперь поговорим о том, как виноград показывает, что хочет пить.
Да, виноград не говорит. Было бы легко, если бы он с нами разговаривал бы и говорил: хочу кушать, хочу пить, или мне жарко. Ну, такого не происходит. Однако, глядя на лист, на коронку, на весь, то есть на динамику его роста, это можно понять. Первое. Обратите внимание на коронку. Коронка, когда загнутая, посмотрите, сейчас на экране вы видите, коронка загнутая. Это означает, что идет хороший рост. Также междуузлия, они не короткие, они длинные, идет хорошая вегетация, хороший рост. И также можно обратить внимание на динамику самого куста. Куст начал активно расти, то есть достаточно солнца, достаточно влаги, и куст растет. Вот три параметра, как минимум три параметра, которые показывают, что идет рост, что достаточно влаги или наоборот, недостаточно влаги. Как понять, насколько земля пропитанная? Как понять, нуждается наш грунт во влаге или нет? Есть простой тест. Берете лопату и начинаете копать. Копаем, конечно, на глубину хотя бы 20-30 сантиметров. Мне нужно взять нижний грунт. Вот я взял нижний грунт. Что я делаю дальше? Вот мы берем грунт и сжимаем. Смотрите, как сжимается земля. Земля достаточно влажная, вот такой комок, она не рассыпается. А если бы земля была бы сухая, то все это происходило бы примерно вот так. Смотрите, я сжимаю, а земля рассыпается. Вот сухая земля. Вот такая земля нуждается в поливе. Также часто в комментариях вы пишете, что есть сорта, которые склонны к треску, которые вот дождь пошел и резко он начал трещать. Вопрос, а почему он начал трещать? Да, есть сорта, возможно, они склонны к треску, но я, честно говоря, сильно в это не верю. Объясню почему. Даже есть такие известные сорта, например, красотка. Говорят, что дождь пошел, он сразу трескается в хлам. А вы попробуйте держать корни влажными, и когда пойдет дождь, не будет резкого перепада, и тогда ягода трескаться не будет. А сейчас отвечу на вопрос, есть ли у нас схема полива. В какой-то степени эта схема есть, но мы позволяем себе где-то отступить вперед и назад. Расскажу почему. Давайте с ранней весны. Представьте себе, какая была зима. Мы не знаем, вот в следующем году будет заснеженная земля, много будет снега, много будет влаги или нет. Исходя из того, сколько влаги, мы принимаем решение, ранней весной поливать или нет. Если снега было мало, весной дождей тоже мало, тогда мы весной проливаем все кусты. Но если идут дожди весной и снега было много, то поливать нет смысла. Это первое. Второе. Перед цветением за неделю обязательно мы проливаем все кусты. Иначе во время цветения, если нет влаги, то будет осыпание соцветия. Важный момент. Во время цветения мы не поливаем. Почему? Если мы во время цветения будем давать воду, вся сила уходит на зелень, на ботву, на рост, на побеги, на пасынки, и тогда наши соцветия могут просто осыпаться. Теперь следующий полив по нашему графику мы делаем после цветения стадии гороха. Ну, примерно это вот сейчас в такое время. Где-то недельку назад мы под каждый куст дали определенное количество воды. Но виноград состоит из влаги, ему нужно где-то взять влагу. Это вчера, сегодня вот немножко были дожди, а до этого стояла засуха. Земля трещит, можно руку туда сунуть. Ну, где им взять воду? Чтобы ягоды хорошо наливались, сейчас нужна влага. Ну, с интервалом примерно 2 недели мы даем влагу. И последний полив, если идти по нашему графику, мы делаем, это называется влагозаряд на зиму. Чтобы корневая система не промерзла, нам нужно, чтобы верхний слой земли взялся коркой, ледяной коркой. И под эту ледяную корку не проходит мороз. И корни тогда не погибнут. Вот это основной полив. Но все остальное мы делаем по необходимости. И теперь еще ответ на один важный вопрос. Когда мы прекращаем полив?
Мы прекращаем полив тогда, когда ягоды уже вот-вот налились и начинают набирать сахар, начинают окрашиваться, начинают вызревать. Если мы продолжаем полив, то ягоды долго-долго будут набирать сахар, долго будут зреть. То есть перед созреванием ягод мы прекращаем подачу воды. Ну, конечно же, здесь есть исключение из правил. Если сильная жара, не хватает влаги, ну пол-ведра-то можно вылить, чтобы растение не погибло, чтобы растение не сбросило эти ягоды. Бывает увядание из-за того, что нет влаги. То есть держим палец на пульсе. Также мы прекращаем полностью полив с 1 августа. Для чего мы это делаем? Чтобы лоза лучше вызревала. Нам нужно уже с 1 августа кусты готовить к зимовке. Если мы будем давать воду, то вот сколько дали винограду, столько он берет эту воду, он не понимает. Он говорит спасибо и пьет, ботва растет, но нам надо готовиться к осени. Поэтому с 1 августа прекращаем полив. Итак, из вышесказанного делаем вывод. Виноград нуждается во влаге. Без разницы, это естественно подошла влага или мы ему дали. Давайте запомним одно правило. Виноград не любит двух крайностей. Первая крайность – это засуха, когда влаги нет совсем, то есть видно по листикам, листики сморщиваются, коронка прямая, ягоды бывают сморщиваются, ну много-много показателей. Другая крайность – это болото. Поливают огурцы, помидоры, надо и виноград пролить. И даже заметил такую картину. Газон, то есть газонная трава. И газонная трава поливается автоматическое орошение. То есть там через определенное время включается, и там, ну, особенно летом, когда засуха стоит, трава зеленая стоит, и виноград рядом растет, и тоже чуть ли не в болоте. Вы знаете, это две крайности. Постарайтесь избегать этих крайностей. Виноград нуждается в умеренности. Нужна влага, но она должна быть умеренная. В этом ролике мы постарались раскрыть тему о поливе и рассказали разные случаи, когда и как поливать. Здесь, как я вначале сказал, это личный наш опыт. Ни в коем случае мы не претендуем на то, что вы должны делать именно так и никак иначе. У всех разные обстоятельства, разный климат, разный грунт, разные условия. Поэтому, пожалуйста, слушая нас, делайте свои выводы. Исходя из ваших условий, применяйте тот полив, который вы считаете нужным для себя. На этом будем заканчивать наш ролик. Думаем, что информация была ценная и полезная для вас. Хотя мы говорили про воду, но мы старались, чтобы в ролике не было воды. Мы постарались, чтобы информация была сжатая и полезная для вас. Как вы можете сказать нам спасибо за этот материал? Если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Если понравилось, ставьте лайк, ставьте палец вверх. Желаем вам хороших урожаев в этом году. Желаем вам крепкого здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Успехов вам!